Ну что, народ, здорово всем! Что-то в этом году я зачастил в эти локации, но тем не менее. Прошу любить и жаловать очередной раз. Арабуньская дамба, только совсем другая локация. Не те места, где я был прошлый, позапрошлый раз. То есть как-то вот так в этом году мы вроде бы катаемся на одну и ту же локацию, но в целом пробуем проверять другие места. То есть мне вот интересно, как ведет себя рыбка в других местах относительно того, где я был, скажем так, в те года ловил, в этом году был и, соответственно, те места, которые я знаю. Такая вот интересная, скажем так, кусок бетона, кусок дамбы. Перед тем, как я уже тут разложился, я тут долго походил по дамбе, но об этом немножко попозже расскажу. Традиционно сидим вечер, ночь, утро, ждем леща-подлещика, кайфуем от летней классной погоды. Ну и, как всегда, любимый фидер, все, что с этим связано, и классное настроение. Всем привет, всех рад приветствовать на моем канале. Итак, смотрите, в чем прикол. То есть, почему я говорю, что долго походил по дамбе перед тем, как приземлиться. То есть, приземлился я вот здесь, соответственно, походил по дамбе практически от самой этой лодки. То есть, в чем прикол? В том, что тут, как в прошлом моем ролике я говорил, начала подниматься трава. То есть, вот, наверное, кто-то ловил, сухая уже, вот ее доставал. И вот эта фигня практически так от берега метров 15, и такая полоса прям. И вот где-то отсюда я вот начинал, даже, наверное, чуть дальше, вот от этой травы, тягать маркерный груз. И, соответственно, сразу же я нарвался на эту траву с первого буквально заброса и принял решение, что нефиг ловить, потому что, ну, будет беда, как в прошлый раз. Буду рвать крючки, буду психовать, буду нервничать и спускать рыбу. Поэтому решил, что все-таки пока не разложился, пока не оборудовался, как в тот раз, немножко все-таки стоит походить по дамбе и, соответственно, покидать маркерным грузиком, попробовать найти локацию, которая более-менее чистая от травы, ну, то есть не будет таких зацепов. То есть вот отсюда я начал и, соответственно, только вот там нашел более-менее чистый участок, лишенный этой самой травы. То есть, ну, вроде бы лишенный, насколько я, скажем так, смог найти, смог понять. То есть побросал я грузик, долго бросал, наверное, с полчаса. Ну, как бы ни одного кусочка травы, ни одного фрагмента травы я не достал, поэтому думаю, что будет, в принципе, более-менее нормально все. А вот, короче, оборудовался, приземлился сюда, там еще товарищ рядышком со мной будет рыбачить, будет сегодня в коллективе вдвоем. Ну, может быть, не вдвоем, может быть, кто-то еще приедет. Вось, короче, потихоньку оборудуюсь, потихоньку разлаживаюсь. 3 дрынка сегодня будет у меня. Буду пробовать. Что-то меня давно хотел это проверить. Ну, соответственно, помимо 46 и 66 двух дистанций основных, будет у меня еще 30-очка. То есть 3 палочку взял под 30 метров. То есть у меня есть такая чуйка, что, возможно, он сюда может выходить именно ближе. Еще ближе выходить, ночью кормиться. То есть надо проверить, ночью будет 30 метров. Потихоньку раскладываюсь, потихоньку оборудую локацию, мешаю корм, маркируюсь, вот это все делаю, как бы тут параллельно пытаюсь что-то снимать. Соответственно, корм я уже вот первичку сделал. Может, покажу чего-нибудь, как это мешал. Сейчас тут вставлю, попробую, если там что-то снялось. Короче, корм вот такой у меня сегодня. Это уже, скажем так, ставший один из моих любимых составов. Это у меня 2 килограмма от Нормунда. Секрет 4XL и пачечка Блэка Лещ реки. Так, это все, чтобы не унесло у меня. Мешался на ромке, если желтенькая водичка. Ну, желтенькая не потому, что я туда пописал, а желтенькая, потому что на бисквитике мешался. То есть это корм пахнет таким именно пряником, чем-то бисквитоподобным. И, соответственно, бисквит на бисквите будет классно. Первичка уже сделана, первичное увлажнение, она уже такая суховатая стала. Сейчас я буду добивать, соответственно, увлажнение, прогонять через сито и будем, наверное, потихоньку включаться в стартовый закорм. 5 часов вечера. 5 часов вечера. Ну, где-то я, наверное, планирую часам к 6 стартануть. 6 – это такое самое время, когда он должен уже потихоньку начинать жрать.
Ну и дальше раскачивать, раскармливать, пробовать и надеяться, что стихнет ветер, потому что на 66 метров я так, конечно, пыжану с учетом вот этого ветра. И я думаю, что, ну, как минимум, закармливаться, стартовый закорм сделать на такой дистанции будет очень некомфортно. Ну, 45 это еще полбеды, а вот 66 это будет испытание для турика 90-ки. Ну, я надеюсь, как минимум, расчет на то, что стихнет ветер к вечеру поближе, и ночь будет тихая. Все, короче, не переключайтесь, буду еще, если что интересное, буду показывать, рассказывать, объяснять, пытаться. Ну и, соответственно, если будет рыба, тоже покажу. Все, погнали. Ну что, ребят, все, понеслась движуха. Разложился, отбился, закормился. Пытаемся ловить уже одного такого сладушку окунька поймал. Ну, традиционно, дальняя точка немножко мотыля пробивал через сито, то, что не прошло, сдохшее, кинул стартовый закорм и накидал на дальнюю точку. И сразу же подскочил окунь. На ближней тоже был поклевочка красивая, но что-то ничего не всех. Смотрите, как пришлось пока что на данный момент палки подкинуть. То есть сначала ставил удочки, как всегда, стандартным образом. Но волна эта морская, болтая так, что невозможно нормально поклевки видеть. Так пришлось вот так вот немножко даже завернуть в другую сторону удочки временно. То есть против волны. Хотя бы нормально клюверти взводится. Ну и, соответственно, можно как бы нормально более-менее поклевки видеть. Ну а пока что ветер стихнет когда, тогда уже вернем на стартовую позицию. Короче, такая вот поляна у меня сегодня. Так экипировался, 2 стола. Там вспомогательная всякая фигня. А тут у нас именно вкусняхи. Насадка. Немножко опарика, который закопался там весь. Банка с пшенкой. Пшеночку с горохом такую классную сварил. Разваристую. Пробочками даю. Ну и корм, соответственно, нормундовский 4XL плюс лещ река Блэк. Добавил немножко вот этого зеленого саумовского гранулята. Там чуть-чуть опарика бегает. Ну так, на насадку бросил, чтобы мне отсюда удобнее выбирать, нежели постоянно тянуться в емкость. Вот. Ну, тут уже кювету, короче, грубо говоря, я вот эту выкидал на 2 точки на старт. И, соответственно, что осталось, вот этим ловлю. Он уже подсох, корм надо вот так вот чуть-чуть можно из рукомойника увлажнить, чтобы он прям в порох не превращался, а был всегда нормальной кондиции. Потому что влага в прикормке, пацаны, это крайне важная тема. Как только начинает прикормка подсыхать и пылить, если вдруг есть мелочь, она будет сразу же подскакивать. Поэтому, если вы ловите, делаете упор на подлещика, все время старайтесь сохранять увлажнение, правильное, скажем так, ну, чтобы прикормка была тяжелая, чтобы не пересыхала. Ну, вот немножко воды дал, сразу же она такая подкашлистее стала, такая как надо. Вось. Такая красота у нас, филеечка в своем стиле, солнышко, тепло, хорошо. Вот. Пробуем, половина 7-го. Ну, особо у меня тут такого расчета, особо надежды у меня на то, что она сейчас подскочит, нету. Я думаю, что рыба, если будет, то будет либо же позже, ну, либо же, соответственно, поздний вечер, сумерки, ночь и раннее утро. То есть основной какой-то улов, мне кажется, будет где-то примерно в это время. Но пока будем просто, даже если поклевок нет, просто кидать, раскармливать. И я думаю, что кто-нибудь вот постепенно да подскочит. Я думаю, подлещик точно будет. Ну, за леща не уверен, но мне кажется, будет все нормально. Так. Ну что, ребята, первые. Во какой. И совсем-совсем аккуратненько за краешек губы. То есть еще бы чуть-чуть. И все, и отвалился бы. Крючок вообще вот насквозь пробил. С дальней точки, это
с той точки, куда мотылька немножко поддавал. Ну, уверенно, красиво закачал. Вот такой. Ну, килошничек где-то. Первая рыбка, 7 вечера. Начало положено. И вот теперь уже можно садок разложить, потому что не раскладывал, волна прибивает. Думал, до первой рыбы. Но с такой рыбкой-то уже, конечно, в принципе, можно и разложить садочек. Все, продолжаем ловлю. Ну что, бандиты, потихоньку, видите, у нас смеркается. Еще часика, наверное, полтора. Будет полноценная уже у нас ночка. Заряжать светляки будем. И ждать ляща. Ну, по сути, как бы ляща-то мы уже дождались. Сам немножко охренел от того, что часов, наверное, в половину 9 два красивых лещика зашло в гости, а до этого еще один. Ну, плюс фанерка, плюс плотвичка, вот это вот все. Плюс есть рыбка, есть лещи хорошие, есть подлещик есть. Тут он даже клюет. У нас на точке ближней пыркает. Есть рыбеха, и это круто. На самом деле можно ловить, можно кайфовать. Троху стихает ветер, палки уже опустил, как видите. То есть, ну, зарядил на стандартную позицию, как они обычно должны быть. Вот, трошку еще вершинки болтает. Видели, что происходит? Да мелочь какая-то. Рановато немножко я, конечно, палки опустил, но в целом как бы хай будет. Так, сейчас я сделаю так. Сделаю так. И попробуем сейчас мы его, этого кого-то, кто тут у нас дырк-дырк делает, победить. Короче, круто. Я уже доволен. Соответственно, рыбка есть. И реально уже не зря приехал. То есть уже лещи есть. Уже есть подлещик, плотва. Нормально. То есть до ночи уже как бы счет лещам открыли. И хочется надеяться, что ночью это все дело продолжится. Немножко сейчас вот провалилось, ну, как бы фиг бы с ним. Мясо практически не давал. Немножко резочки один раз я вот дал, когда лещи были отскочили, но нарезку подскочил подлещик. То есть леща я таким образом не задержал. Возможно, немножко поздно, запоздно дал. Мне так кажется, по крайней мере. Леща не задержал. Ну, поэтому после этого я вот как бы резку больше пока что не даю. Ну, в принципе, не только резку, но в целом мясо. Но даю зато вот ту самую пшенку пробочками постоянно. И подкидываю печево. То есть поддаю всякие разные вкусные штуки. Сейчас вот немножко даже аромки дам. Клубнички. Попробуем поработать с фруктовыми запахами. Что у нас на улице? Тепло, вода прогрелась. Уже фруктики, по идее, должны работать. Вот. Ну и, наверное, мясо буду включать в меню уже, когда действительно станет темно, когда уже мелочь пойдет спать. Я буду уверен, что дождется адресата наша мяска. Вот. Я думаю, что по идее все должно быть сегодня нормально. Ну, в плане рыбы, в плане вообще хорошая рыба целевой. Потому что раз днем проклюнулись, то, мне кажется, ночью что-то должно быть в целом повеселее. Так, вроде кого-то потек. Ну, наверное, если потек, то не крупное что-то. Может быть, подлещик с дальней точки. Может быть, в принципе, никого нету. Есть. И там есть, и там есть. Единственное, что третью точку я пока что не проверял. Ну, я думаю, что особого смысла в этом нет. Нету никого. Особого смысла в облове прям ближней точки нету, потому что даже средняя точка, вот эта моя, особо не работает. То есть все-таки лучше, гораздо лучше работает точка дальняя. Да, все обсосало, все объело и сбежало. То есть пришла мелочь. Выход лещевый был, но рыба долго не задержалась.
Поэтому темп держать стараюсь такой минутки 3-4-5, плюс-минус. Долго не сижу без перезаброса. Надо, потому что постоянно что-то туда подкидывать. Потому что, раз есть мелочь, то все, что я накидываю туда, она там, я думаю, что в любом случае подъедает. И если лечь придет, надо, чтобы на точке было накидано. Потому что, не удержишь его таким образом, если не грузить всякую вкусную штуку в больших количествах. Вот. Короче, сидим. Сидим, кайфуем. Там ребята собрались еще в больших количествах. То есть никого до этого не было. То есть я приехал первый, был потом один, еще один. То есть подъехало 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек. Это только то, что до поворота я вижу. Возможно, за поворотом еще больше. Это вот рабочий день. Сила интернета, скажем так, да. То есть вот светанул локацию я. Где-то в каких-то шорцах, да, видосики это не выкидывал, что на канал с прошлых рыбалок. Вот, шорца какого-то светанул, плюс Деня Попов тут половил. Денька, привет, если смотришь. Тоже показал хороший улов. И все. Народ начал потихоньку подъезжать. И ловить ляща. Чё бы и нет, если в принципе клюет. Вот. Что вам тут еще такого прикольного показать? Прикольного, интересного. Способ хранения аромы, наверное, покажу, что не все видели. Многие видели, но не все. В таких банках я храню. Соответственно, так, где камера? Камера. В таких банках храню от концентратов РСовских. То есть нормально, удобно хранить, удобное горлышко, то есть подсыпать удобно. И в такую баночку у меня 6 штук лазит. В концептовскую 6 штук лазит, они тут у меня постоянно ездят. Супер Бремикс, карамелька ВДЕшная. Тут бисквит, этот самый. Фруктовое что-то. Так, гнет. Кто-то гнет на дальнюю. Как гнет. Уть. Кого-то подсек. Теперь будем смотреть. Кто тут у нас? Подогнуло чуть-чуть, но не особо интенсивно. Скорее всего, наверное, подлещенок мелкий будет. Сейчас посмотрим. Если будет. Потому что вроде поклевка красивая, но прям такого сопротивления я-то не чувствую. И, кстати, вот забыл сказать, лещи все сегодня, которых я поймал, не подсек. Лещи всех, которых поймал, на тоненького, прям за губочку. То есть, нет такого, что там в шахту куда-то, либо же что поклевки с выносом палки. Амплитудные, уверенные, красивые поклевки, но закончи губы. Все 3 леща, все аккуратненько. И там, если бы чуть форсировал улаживание, то, может быть, даже и были бы сходы. Но довел до подсака всех, никого не спустил. И более того, было еще однозначно 2 или 3 лещевых поклевки, точно таких же красивых, и примерно в это же время. Но подсечка и безрезультатно. То есть это говорит о том, что почему-то аккуратно берет. По крайней мере, брал. Посмотрим. Так, это у меня что было? Это я зарядил пшеночки, добахнул в кормушку и зарядил клубнички немножко. Сухой, ароматизированный. Еще прототипы РСовские у меня есть. Ай, как классно швыряет. 90-ка. Дистанция практически 70 метров. Без малого, то есть там 67, что-то такое. 66 был отмерил, еще плюс потом добавил чуть-чуть. Вообще пуляет без вопросов. Сидя, на расслабоне кидаю. Вот. Короче, как-то так. Ловим, кормим, накидываем. Сейчас, наверное, я что сделаю? Я, наверное, будут сумерки, плюс-минус вот сейчас чуть-чуть. Еще немножко, может, минут 20-30. Начнет темнеть. Перед тем, как вешать светляки, я докормлюсь. Кормушечек по 5 положу мяско. Мяско и в том числе мяско. Подкину.
на обе точки, чтобы там что-то было такого нагружено. И, возможно, вот, расчет на сумерки именно. И, возможно, уже в сумерках, точнее, не в сумерках, а в темноте, то есть пока докормлюсь, уже станет темно. Возможно, уже придут товарищи. То есть будем во всеоружии ждать. Ну что, ребят, еще одна поклевочка. Все с дальней точки. Очень аккуратно берет. Очень прям нежно-нежно. Даже того леща, которого я поймал, за краешек губы. То есть нет красивых, уверенных, мощных поклевок. Все на тоненького. Сложно сказать, в чем причина, но вот так он клюет сегодня. И приходится с этим бороться. Что-то вот пару раз... Вот, дерг. Ну давай, качай. Качай, друг, качай. Ну, где прижим? Оп. Есть контакт. Есть контакт, ребят, есть. Кто-то идет. Это, скорее всего, будет подлещик. Потому что тяжесть есть, но такая. Ой, тукает. Тукает немножко. Ну вот, интересно. С дальней точки сегодня у нас вечером все поклевки. То есть прикол ситуации в чем? И чем вот это может быть спровоцировано, в чем может быть причина? В том, что мелко. На дамбе все-таки тут и волна плещется, и машины ездят, шумят. Поэтому рыбка осторожненькая. Рыбка близко к берегу вот так вот не подходит. А ближе она начинает подходить только вместе с наступлением сумерек, ну, с приближением темноты. И вот когда уже действительно темнеет, тогда уже кто-то, может быть, и на ближней проклевывается. Так, кто у нас? У нас плотвичка. Монтаж намотался немножко. Вот такая плотвичка. Ну, не лещ, но как бы и то рыбка. Ой, блин, отошел от снасти, а тут кто-то всадил уже. Ну да, потяжелее. Ну, возможно, что-то похоже на нашего ночного гостя. Судя по тому, как сопротивляется рыбка. Вот как всегда, ребят, как сидишь у палок, хоть бы кто клюнул. Как только отойдешь куда-то, что-то начнешь делать, сразу же красивая поклевка. Закон подлости не иначе. Так, ну-ка, что там у нас? Рыбка тяжелая, но какая-то вялая очень. Вообще не сопротивляется. Почему бы это так интересно? Сейчас посмотрим, кто тут у нас. Где-то уже близенько. Так, кто тут? Ну-ка. Ну да. Такой, ладно, возьмем в подсак. Не будем уже наглеть форсировать с учетом того, как они клюют. Что они берут очень-очень аккуратно и нехотя. Ну что, первый ночной, можно сказать. Сумеречный. Сумеречный гость. Вот такой. Приятный. Ну, с полкило, может, грамм 600. Ну и то неплохо. Всадил с ближней, как хорошо. Ну да, вот это поклевочка, конечно. От души бабахнул. Все-таки в речной постановке палок что-то есть. Даже настоящие.
Поклевки гораздо более зрелищные становятся. Кто тут? Подлещенок? Такой тяжеленький. О, какой. Так, где мой экстрактор? Закушал, дай Боже. Все-таки, когда палки по-ручному ставишь, поклевки гораздо прикольнее, реально. Прям так амплитудно, бабах. А если бы обычно стояла, как обычно мы на озере ставим, к воде минимально, был просто аккуратненький прижимчик. Не эмоциональный и не запоминающийся. А тут, да, тут, конечно, красиво. Что, народ, здорово всем. Точнее, не здорово, а доброй ночи. Ловим уже 12 ночи, упираемся и пытаемся выкармливать лещи. Ну, ночных пока что именно полноценных лещей нет. Но это пока что. Время у нас еще есть. Но нет практически прикормки. То есть в чем прикол? 3 килограмма корма, который я замешал с вечера, я уже практически выкидал. У меня осталась лишь малая часть в моей кювете. Соответственно, вот тут, что осталось, это у меня, наверное, ну, не знаю, на часа 2, я думаю, вряд ли больше. Поэтому, наверное, пока туды-сюды пойду-ка я домешаю корма, потому что в любом случае мне этого не хватит на утро. То есть, ну, до конца ночи мне, может быть, и хватит, но на утро мне этого корма точно не хватит. Надо сейчас домешаться. И пускай это все дело стоит, набирает влагу, и, соответственно, уже когда оно понадобится, тогда будем, соответственно, мы это дело юзать. Так, что у нас имеется? У нас имеется много всякого разного. Но замешаем мы 2 килограмма корма. Замешаем мы пачечку абсолютика лещ орех. На прошлой рыбалке классно он у меня выручил, выстрелил. Ну и добьем, конечно же, Нормундом. Секрет, не знаю, как вам вообще на самом деле, а мне этот секрет XXL реально зарешал. То есть, бля, балдеж этой прикормки, классная. И арома классная, и фракция классная, и цвет, все при ней, все так, как должно быть. Поэтому тот, скажем так, набор из лещи реки и секрета я уже практически выкидал. Сейчас замешаем этих 2 килограмма. Ну, 2 килограмм мне точно хватит. Мешану, сделаю первичное увлажнение, пускай стоит, пьет. И уже как бы, когда мне она понадобится, просто добью до увлажнюсь и уже буду третье окончательное увлажнение уже делать непосредственно в кювете, буду подливать аромкой. То есть до увлажнять уже буду окончательно на ароме. Ну, я думаю, что получится прикольно. Все, пошел мешаться. Доброе утречко. Ну, в кадре еще ночь, но на самом деле утречко уже полноценное, потому что я даже вот сейчас сквозь фонарик свечу и уже втыкаю спокойненько на воду, вижу противоположный берег, вижу как бы лес, ориентиры свои, которые пропали были с наступлением темноты. Ну и таки, что я могу сказать? Ветер задолбал, на самом деле. То есть целую ночь. Прям такой ощутимый. Часам к 12 было вроде бы немножко притихло, я уже думал, будет хорошо. Но к утру вообще так расходился, аж садок он выкидывает на берег. И сколько раз приходилось поправлять. Палки поставил, кюверами вверх, практически как на реке. Потому что, по-другому поклевки увидеть вообще нереально. То есть какая-то задница. Ну и, соответственно, вы можете наблюдать, там, за светильником, никого нет.
То есть все светлячки потухли, все фонарики потухли, и люди тоже все потухли. То есть, походу, не бяре. У нас сегодня не надо хочет брать рыбка в целом и в общем. Ну, один-единственный я, упорный, упоротый, сижу, бдю и до победы змагаюсь. Короче, что по рыбке сегодня было? Ночью не особо. До 12 поклевал подлещик, причем с 2 точек нормально. После 12 вообще подвырубило. Наверное, еще до 2 я поклевок не видел. Потом докормился чуть-чуть. И, соответственно, трошку дело пошло. То есть с дальней точки лещик зашел в гости, парочка подлещиков. И вот сейчас к утру немножко подлещи проклюнулись, всякие разные. Ну, такие в основном мерненькие, в районе полукилограмма. А также с дальней точки зашла такая густория, тоже, наверное, с полкило. Красивая-красивая, здоровая. Вот. Корм практически весь выбил. Я корм домешивал, сами видели. Домешал. Сейчас, наверное, уже можно его будет пускать в ход. Докидаю это. И, может быть, я сейчас, наверное, планирую, что в сумерках вот сейчас чуть-чуть докормлюсь. Кормушечек по 5, наверное, положу. Сейчас подрежу опарика, добавлю немножко мотыля. Сделаю месиво вот это, добавлю аромки. То есть такой микс, прям микс-микс сделаю. Для того, чтобы, ну, просто докормиться, положить на точки накрыть. И чтобы уже к рассвету, потому что, ну, бывает такое здесь часто, что на рассвете рыбка уходит кормиться, что к рассвету-то на точках там что-то было накидано. Потому что раз был выход всякой разной мелкосрани, да, там густерки, подлещика, вот этого всего, то высока вероятность того, что на точках там уже ничего нету. То есть пожирали все, что в целом, ну, накидал я туда за ночь. Вот, поэтому, наверное, сейчас будем потихоньку докармливаться и уже менять ночную рыбалку на дневную. То есть уже потихоньку включаться в утро. Ну, финишная прямая нашего забега сегодняшнего, полумарафонского, да. Быть может, кто-то до часов 8 сегодня еще у нас, да, проклюнется. Ну, есть такие надежды, потому что раннее утречко тут, как правило, выстреливает, и потом часиков в 7-8, где-то вот так, около того, еще возможны выходы, ну, нормальной рыбки на кормежку. Поэтому понеслась, снимаю насадки, докармливаюсь, и уже будем работать по светлу. Погнали! Красиво закачал. На дальняя поклевочка. Короче, немножко вроде как приноровился к тому, как ее победить. Опустил палки пониже и не взвожу вершинку полностью. То есть такой в полупровис делаю. Когда ее меньше колбасит, какая-то болтанка немножко все равно передается, но колбасит меньше. Ну а если рыба уже как бы подскакивает, то в любом случае поклевка видна, вершинка начинает хорошенько так дрожать. И, соответственно, отличить вот эту легкую болтанку от поклевки вполне реально. Это в отличие от того, если ты взводишь кивер прям, ну, так, с натягом. Вот с натягом уже проблематичнее. А так, в целом, вот такая подлещевочка вполне себя активно загибает. О, нормально. Небольшой, но приятный. Вот. Таких уже за утро штучки, наверное, 4 я в садочек подбросил. Еще столько же поклевочек я немножечко слил, пока приноровился. В целом, вот ни шатка, ни валка, но рыбеха ковыряется. И причем, опять-таки, вчерашняя тема продолжается. Работает исключительно дальняя точка. Почему так? Без понятия. На прибой рыбка не подходит, близко к берегу не показывается, поэтому приходится швырять аж почти на 70 метров. Вот туда. Ну что, товарищи, друзья, бандиты, подходит к концу моя сегодняшняя рыбалочка. А почему она подходит к концу? А потому что рыбка перестала брать от слова совсем. Позднее утро. Я думал, что тут еще кое-кто хотя бы в гости зайдет, такой более-менее вменяемый. А нифига.
То есть с утра мне там, наверное, штучек 5 еще подлещей таких более-менее мерненьких удалось поймать. И на этом все. Пошли обсосы, укоротил поводок, бычки. Штук 5 бычков, наверное, маленьких поймал. И вот уже около часа, наверное, где-то примерно, насадка приходит целая, нетронутая, без какой-либо, в принципе, индикации, без какой-либо намека на то, что где-то там хоть кто-нибудь вот такой плавает. Хотя бы даже вот такой. Поэтому, наверное, буду потихоньку собираться до чуха до хаты. Потому что, кормить, пытаться выкормить и перезабрасывать, темповать, это все хорошо, но если бы еще с той стороны был какой-то отклик. Да, и плюс ко всему этот долбанный ветер уже действительно надоел, в ушах звенит. Я чувствую, что сегодня полдня буду ходить вот так вот, как болванчик. Как погремушка, это не валяшка китайская такая. Блум-блум-блум. От волны, от ветра, от звуков этих всех. То есть, реально ветер достал. Потому что, ветра такого, как на самом деле, это особо сильного-то и нету. Прям что порывы, там вот это все, да. Но акватория-то огромная. Достаточно небольшого такого вот ветерка, что разогнала волной, тем более волна прибойная, ровненько в лицо. И все, и ловить невозможно, поклевку увидеть невозможно, палки поднимаешь и так, по-всякому. Абы что. А с учетом того, что рыба пассивна, что-то, видно, вот ее немножко прибило. Чем прибило, хрен его знает. Вот это вот, а это увидеть невозможно, достаешь обсоса на насадке. Там уже где-то более серьезно, когда поклевка, тогда уже что-то там все ударился. Я, кстати, последний остался из магикан. Все, кто был, там человек, наверное, 7 или 8, по берегу, по дамбе в ту сторону, вообще никого нету, все уже уехали. Что только сколько-то, 6:30, уже никого нет. Поэтому буду завершать данную рыбалку сегодня и я. Рыбку поймал, поклевки видел. Рыбку поймал не только такую, но и такую. То есть лещики есть, и это хорошо. На сим буду прощаться. Всем большущее спасибо за то, что уделили мне время, посмотрели ролик. Давайте там в комменты пишите что-нибудь интересное, доброе, вечное, либо же не очень. Что думаете насчет рыбалки, что думаете насчет условий, может быть, какие-то ошибки в моих действиях заметили, там прокомментируйте. Как всегда, не мне вас учить. Не забывайте, кстати, на канал подписываться, потому что куча народа смотрит без подписки. Мужики, некрасиво. Давайте как немножко мне сделаем приятно. Человечков 100, чтобы подписалось после просмотра. И было бы круто. А то и больше. Ладно, хватит по ушам ездить. Буду собираться. Да, погнал домой. Все, ребят, всем пока. Увидимся на водоемах и увидимся на ютубчике. Ну что, ребят, вот так вот отловились мы. Всякой разнорыбицы немножко поймали. Такие красивые лещики. Всякие побольше, поменьше. В целом неплохо, я доволен. Ночка прошла не зря. Единственный нюанс, то, что очень сильно побило волной рыбеху, поэтому отпускать ее нет никакого смысла. Вынужден буду на сей раз, в первый раз в жизни, рыбу забрать. Первый раз в жизни на камеру в кадре. Куда деть ее, я думаю, найду, но так получилось, не обессудьте. Поэтому вот вам урок на будущее. Если ловите в таких вот условиях, волна, дамба, ветер, вот это все, и собираетесь рыбу отпускать, просто не раскладывайте садок, а сразу же отпускайте. Иначе будет вот так. Все, всем пока.